Мы в нашей работе с клиентами часто сталкиваемся с собственниками, у которых диаметрально противоположное мнение касаемо титула на свою недвижимость. Одни паникуют, говорят: у меня нет на руках титула, и мне невозможно продать, а другие вообще не принимают этого внимания, какой там титул, как он оформлен ли вообще, кто собственник и какой там тип титула. Истина, как обычно, где-то посередине. В этом видео давайте разбираться, что такое титул, как понять, какой у вас статус этого титула и как это влияет на продажу вашей недвижимости. Для начала, что такое титул? Начнем с того, что недвижимости вообще без титула не бывает, потому что это правоустанавливающий документ. Один из двух, который подтверждает право собственности. Напомню, первый – это основание возникновения права собственности. Чаще всего это договор купли-продажи. Также бывают акты наследования, договоры дарения и другие документы, которые подтверждают, на каком основании человек, который сейчас является собственником недвижимости, стал этим самым собственником. Что такого произошло, что он стал собственником этой недвижимости. И вот второй документ, который подтверждает текущее право собственности, это как раз титул. То есть это документ как техпаспорт на объект недвижимости, в котором указано, что это за недвижимость, ее тип, что это там, квартира, вилла, коммерческое здание или это может быть кусок земли, какие характеристики этого объекта и кто является собственником на данный момент. Поэтому еще раз повторюсь, недвижимости совсем без титула не бывает, но важно понимать, как титул оформлен, разделен он, не разделен, общий долевой или это частная собственность, и кто является держателем этого титула на данный момент. Вот сейчас обо всем, об этом поподробнее. Во-первых, разделен ли у вас титул? Что такое разделенный титул? Давайте начнем с самого начала. Еще до того, как построили ваш комплекс, построили ваш объект недвижимости, когда-то была земля. Вот есть участок земли, на котором застройщик решил построить объект недвижимости, допустим, многоквартирный жилой комплекс. И на эту землю у владельца этой земли есть качан, есть документ, подтверждающий этот титул, на котором написано, что это land plot, участок земли, и у него есть определенный владелец. И вот пока объект строится, титул на весь этот многоквартирный комплекс, который еще строится, есть только на эту землю, на которой ведется строительство. И уже на этапе строительства могут продаваться там объекты в будущем комплексе. Собственники могут считаться собственниками по второму документу, по договору купли-продажи, то есть по тому документу, по которому они купили эту квартиру. Но пока они не оформят титул на себя, титул так и будет на земле. Единственное, что они могут сделать, это оформить долевую собственность в этом общем неразделенном титуле на участок земли. Соответственно, если у вас общий долевой титул, то вы можете открыть свой качан, посмотреть. Если там написано земля и площадь участка земли, это значит титул долевой. Потому что если он разделен, написано там будет другое. Что нужно, чтобы разделить этот титул? Для начала застройщик должен завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию. То есть это значит, что он должен в архитектурном бюро сдать проект, приедет комиссия, посмотрит, что объект соответствует заявленному проекту, и тогда выдаст ему документ о завершении строительства. После чего вот эту землю, вот этот огромный титул на всех тех собственников, которые купили там недвижимость, будет разделена по количеству юнитов. Допустим, в этом комплексе 200 квартир, 50 таунхаусов и 20 вилл. Вот это значит, что на 270 юнитов будет разделен этот титул. И у каждой квартиры, у каждого таунхауса, у каждой виллы будет свой титул. Это значит, что он разделен. И в таком случае в качане будет написано, что это, допустим, квартира 2+1 с двумя санузлами на таком-то этаже, там площадью, допустим, 78 квадратных метров. Это значит, что титул разделенный или индивидуальный еще называют. Вот это важно понимать, потому что долевой титул – это одна история, индивидуальный титул – это совершенно другая история. Следующее, что важно смотреть, кто является держателем этого титула. Как еще говорят, оформлен титул или не оформлен. Идем дальше по истории. Объект ввели в эксплуатацию, титул разделили, но держателем титула до сих пор является застройщик. То есть, если у вас в качане написано, что это компания-застройщик, какой-нибудь там ЛТД КО, это значит, что титул до сих пор на застройщике, и он является держателем этого титула. То есть титул на вас не оформлен. Для того, чтобы титул оформить на себя, нужно получить в Министерстве внутренних дел разрешение на покупку, если вы иностранец. Да, это может занимать время. Пока Министерство внутренних дел сделает все запросы в нужные инстанции и выдаст вам это разрешение, может пройти довольно длительный срок. Но когда вам это разрешение выдают, вы оплачиваете все полагающиеся по закону налоги и можете титул оформить на себя. И тогда в качане будет уже ваше имя, ваша фамилия. Вот это и называется оформленный титул. Держателем титула являетесь вы уже как собственник. То есть оба документа подтверждают, что этот объект ваш по праву. Ну а теперь к самому интересному. Давайте рассмотрим комбинации вот этих статусов: оформлен, не оформлен, разделен, не разделен, и как это влияет на продажу вашего объекта. Начнем с того. Самая простая ситуация. Если титул индивидуальный, то есть именно на вашу квартиру, у вас в качане написано квартира, такой-то площади, столько-то комнат, такой-то этаж, и собственником являетесь вы, то есть у вас оформленный и разделенный титул.
Это самая простая ситуация, это самая простая сделка. И для покупателей это самое ценное. Это значит, что просто покупатель и продавец заключают договор купли-продажи, согласно которому продавец передает право собственности покупателю. Такая сделка просто заверяется у нотариуса и после чего регистрируется в кадастровой палате, где регистрируется, что новый собственник вступает в права. Все, больше ничего делать не нужно. Естественно, обе стороны заплатят налоги, полагающиеся по законодательству. Продавец заплатит налог на прибыль, если у него есть прибыль с этой продажи. Покупатель заплатит трансфер такс, stamp duty и все вот эти налоги, которые покупатели платят при любой покупке недвижимости. Неважно, какой у нее статус, новостройка это вторичка, налоги всегда покупатель оплачивает одинаково. Такая сделка самая простая, самая ценная и часто делается даже без участия адвоката. Следующее. Если титул у вас индивидуальный, то есть именно на ваш объект недвижимости, не на долю в земле, а на ваш объект недвижимости, но держателем титула до сих пор является застройщик, то есть у вас разделенный, но не оформленный титул. Тоже ничего страшного, это тоже ценная сделка для покупателей, но проблема в том, что сделка здесь будет более сложной и может потребовать дополнительных расходов, потому что вместо одного договора купли-продажи у вас будет целых 3 документа и участвовать 3 стороны в сделке, то есть это продавец, это покупатель и это застройщик как держатель титула. Как это механически происходит? Попробую объяснить на пальцах. Сначала составляется документ, согласно которого продавец, то есть старый собственник, отказывается от регистрации своего договора купли-продажи и от прав собственности. По второму документу застройщик заключает новый договор купли-продажи с новым собственником, и он тоже регистрируется в кадастровой палате. Чаще всего это делается в один день, в один и тот же момент. И третий документ – это понятийный договор цессии или договор переуступки, который регулирует взаимоотношения между продавцом и покупателем. То есть продавец переуступает свое право собственности покупателю на определенных условиях, в определенные сроки, за определенные деньги. Этот договор не регистрируется в кадастровой палате, но имеет юридическую силу и регулирует взаимоотношения именно этих двух сторон. Естественно, так как застройщик участвует в этой сделке, он может брать деньги за подготовку этих документов. И чаще всего берет разные суммы. Они могут варьироваться от 500 фунтов до нескольких десятков тысяч. Совершенно справедливо, что застройщик потребует, что у продавца не будет долгов по коммунальным услугам, по оплате счетов и прочие требования, которые совершенно справедливо он предъявляет, но также он может выдвинуть некоторые дополнительные требования. Например, застройщик может обязать нового покупателя платить айдат на год вперед. Такое, к сожалению, тоже бывает, и к этому нужно быть готовым. В таком случае, да, объект продавать можно, но так как будет дополнительное заинтересованное лицо, участвующее в сделке, это может привлечь дополнительные расходы, и эти расходы нужно учитывать еще до того, как покупатель придет. Кто оплачивает переуступку, сколько нужно будет заплатить по тем или иным счетам, это все лучше всего просчитать заранее, чтобы понимать карту сделки и чтобы понимать, как сторонам действовать в этой ситуации. И самая сложная ситуация, если титул не разделен совсем. То есть, если вы открываете титул и видите, что у вас там участок земли, это значит, что титул разделен между юнитами не был. И все, на что вы можете претендовать, это доля вот в этом участке земли, на котором стоит ваш жилой комплекс. Это самая сложная сделка, но не с точки зрения процессов. Делается она так же, как и оформленный титул. Но здесь сложнее всего привлечь покупателей, потому что для покупателя это высокорисковая покупка. Во-первых, такой объект не подойдет под ипотеку, потому что банку просто нечего брать в залог под обеспечение такого кредита. У него нет объекта недвижимости юридически, есть только доля в общей земле. Естественно, под ипотеку такой объект не подходит. Во-вторых, у покупателя сразу совершенно справедливо возникают такие тревожные вопросы. А почему объект достроился, а титул до сих пор не разделен? А что с ним? А когда он будет разделен? А по какой вообще причине? Что с ним не так? То есть это может быть с документами что-то не так. Это может быть он не соответствует нормам строительства, что его до сих пор ввести в эксплуатацию не могут. То есть для покупателя это риск. И соответственно, чтобы продать такой объект, чтобы нашелся покупатель, который готов идти на эти риски, такая недвижимость должна продаваться с существенным дисконтом. То есть, грубо говоря, если у вас есть две одинаковых квартиры, но у одной все чисто бело по документам и в титуле написано, что это квартира, а другая такая же, но там написано, что это доля в участке земли. Естественно, чтобы вам, как покупателю, было интересно, она должна быть существенно дешевле. И это, к сожалению, нужно учитывать. И если вы пытаетесь продать свою недвижимость с общим долевым титулом по цене похожих объектов, но с индивидуальным титулом, покупатели, может быть, и будут обращать внимание на ваш объект, и, может быть, даже будут обращаться, ходить на показы, но будут делать выбор при прочих равных в сторону тех объектов, у которых все чисто и ровно по документам. Отвечаю сразу на возможное сомнение. Да, законно продать объект с неоформленным титулом. Да, законно продавать объект с общим долевым титулом. Но нужно понимать механику рынка, механику права Северного Кипра и готовиться к этой сделке, подходить осознанно, то есть
есть знать, как вы будете продавать этот объект. Поэтому даже если титул у вас на застройщике, и даже если титул у вас не разделен, продать можно. Первое, что нужно сделать, это понять, действительно оформлен он или разделен, и в зависимости от этого действовать так, как я сказал в этом видео. Если участвует застройщик, выяснить заранее, еще до того, как вы найдете покупателя, какие у него условия переуступки, что для этого нужно, и подготовиться к выполнению этих условий. Если титул общий долевой, естественно, нужно делать дисконт, чтобы привлечь покупателя, чтобы покупателю было интересно сделать выбор в сторону вашего объекта недвижимости. И желательно в таких сделках работать со специалистом, который умеет вести такие сделки, с юристом, с адвокатом или как минимум с агентом, который знает, что делать в таких ситуациях. Если у вас есть сомнения о правовом статусе вашей недвижимости, вы всегда можете заказать search. В кадастровой палате можно сделать запрос о правовом статусе вашего объекта недвижимости и получить все необходимые ответы. А если вы заинтересованы в продаже вашего объекта недвижимости и не знаете, как это сделать эффективно, вы можете обратиться к нам, контакты в описании. Мы будем рады проконсультировать вас, понять вашу ситуацию и предоставить вам рекомендации с планом действий, как действовать конкретно в вашей ситуации. Обращайтесь, будем рады.